Друзья, всем привет! Вы на канале Осторожно Вкусно. И это вторая часть новогодних вкусных заготовок еды в морозилку для всей семьи. Ну что, продолжим? Предлагаю еще одно полуготовое блюдо под названием простая лазанья. Обжариваем домашний фарш на сковороде до полуготовности. Помидор опускаем в кипяток. К обжаренному фаршу добавляю измельченный лук, перец нарезаю кубиками, морковь натираю на крупной терке, овощи добавляю к обжаренному фаршу, помидор освобождаю от кожицы и нарезаю кубиками. Не забываю добавить орегано и базилик. Солим, перчим по вкусу. Тушим 15 минут. В конце добавляем пропущенный через пресс чеснок. Теперь необходимо сделать соус, самый простой, но вкусный. Тщательно смешать майонез и кетчуп. Добавить сливки. Для лазаньи буду использовать безбармачную лапшу. Мне хватило одной упаковки. Поверх лапши выкладываю начинку. Затем снова лапша. И снова слой начинки. Последним слоем должны идти листы безбармачной лапши. Завершающим этапом являются сливки. Посыпаем тертым сыром. Выпекать лазанью в духовке, не размораживая, на нижнем ярусе 15 минут 200 градусов. Затем на среднем уровне 45 минут. За 15 минут до готовности снять фольгу. После полной готовности посыпать зеленью. Лазанью укрываю пленкой, чтобы сыр не прилип к фольге, а также пленка защитит блюдо в морозильнике от посторонних запахов. Перед готовкой пленку нужно будет снять. Не забудем и про перекус. Завитки с ветчиной и сыром – идеальное решение. Раскатаем слоеное дрожжевое тесто. Смажем кетчупом. Сверху уложим слайсы ветчины. Затем ломтики порционного сыра. Скатаем в рулет и нарежем на порции. Завитки смазать желтком. Посыпать черным кунжутом. И отправить запекаться на 180 градусов 30 минут. После остывания отправить в морозилку. Я храню выпечку в пакетах с зип-застежкой. Удобно пользоваться, когда нужно взять несколько штук. По необходимости разогреть в микроволновке 50 секунд. Вкусный перекус готов. Предложу вам немного китайской кухни. Курица терияки – очень простое, но очень вкусное блюдо. Куриное филе нарезаем небольшими кубиками, можно полосками. В миске смешиваем соль, куркуму, имбирь, соус терияки и обязательно свежий чеснок.
Буду мариновать курочку сразу в zip-пакете для заморозки. Такие пакеты не пропускают запахи и жидкость. К филе добавляю соус и хорошо перемешиваю. Распределяю в пакете так, как мне удобно хранить. Приступим к овощам. Нарезаю морковь небольшой соломкой. Убираю в отдельный zip-пакет. Также поступаю с болгарским перцем. И тоже убираю в отдельный zip-пакет. При готовке буду обжаривать сначала грибы, затем добавлю морковь и последним добавлю перец. Когда овощи будут готовы, добавлю их к обжаренному филе. Все перемешаю и добавлю любой китайский соус. Потушу 5-7 минут. Посыплю зеленым луком и обжаренным кунжутом. Отварю фунчозу и подам на стол. Я не забыла и про десерты. Конфеты, которые я сегодня вам предложу, мягко сказать, что они вкусные, они потрясающие и готовятся на раз-два. Для первых конфет мне понадобятся финики, предварительно косточки я убрала. Пропускаю их через мясорубку, мелкую решетку. Можно сделать это через блендер, если у вас есть чаша с измельчителем. Добавляю орехи, у меня грецкий орех и кешью. Если хотите чуть поплотнее конфеты, добавьте больше орехов. Также добавляю апельсин с коркой. Можно добавить немного коньяка. Затем хорошо перемешиваю. Влажными руками формирую небольшие конфетки и отправляю на полчаса в морозилку. 2 плитки горького шоколада растапливаю в микроволновке импульсно, то есть 15 секунд перемешала, снова 15 секунд перемешала. Тарелку использую стеклянную, она нагревается и отдает тепло шоколаду. К размягченному шоколаду добавляю 2 столовых ложки растительного масла. Глазурь застывает не сразу, и с ней легче работать. Каждый шарик с помощью зубочистки отправляю в глазурь и поливаю со всех сторон. Делать это нужно быстро, так как шарики быстро оттаивают и с ними становится труднее работать. Сверху остается небольшая дырочка, поэтому я украсила другим шоколадом, и она стала совсем незаметной. Хранить конфеты в морозильнике, они совсем не замерзают, начинка остается мягкой. А это мои самые любимые конфеты, просто наслаждение. Рецепт непривычный, но стоит попробовать. Для этого рецепта понадобится любая смесь для кексов. У меня с малиной, есть апельсиновые, шоколадные, красный бархат, брауни и так далее. В этой смеси присутствуют кусочки сушеной малины. Добавляю творожный сыр и тщательно все перемешиваю. Влажными руками формирую небольшие шарики. Отправляю в морозилку на 30 минут. Холодные конфеты легче поливать глазурью, на них глазурь схватывается очень быстро. Для глазури я использовала горький шоколад, можно использовать любой, украсить по вашему желанию. Эти конфеты получаются в меру сладкие, но невозможные, хранить в морозильнике. Еще хочу предложить вам запеченные крылышки пикантной хрустящей глазури. Первым делом отрезаю последнюю фалангу с крыльев. В 1 литр кефира добавляю острую приправу для курицы. Опускаю курицу в маринад и оставляю на пару часов. Тем временем кукурузные хлопья без сахара измельчаю блендером. Можно сделать помол чуть больше. Должен получиться 1 стакан. В глубокой миске смешиваю муку, кукурузные хлопья, панировочные сухари, добавляю кайенский перец, соль, паприку, разрыхлитель и тщательно перемешиваю. Точное количество ингредиентов можно увидеть в описании под видео. Также там вы найдете удобную навигацию по видео. Маринованные крылышки опускаю в панировку, обваливаю со всех сторон. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов на среднем уровне, не размораживая, 30 минут. По истечению этого времени смазать кистью крылья маслом и продолжить выпекать 15 минут. Подавать с любимым соусом. Предлагаю еще одну идею фаршированного перца. Особенность в том, что вместо фарша используется куриное филе кусочками. Томаты заливаю кипятком. Укроп шинкую мелко.
Перец нарезаю кружочками, шляпки измельчаю. Очищенные помидоры нарезаю мелкими кубиками. Оставшуюся куриную грудку я замариновала на 30 минут в соусе от крылышек. Этот шаг можно пропустить. Филе нарезаю мелко. В миске смешиваю филе и овощи. Если не мариновать, нужно будет добавить ложку сметаны или йогурта. Обязательно специи по вкусу. В перчик выкладываю начинку. Готовить не размораживая на среднем уровне 35 минут при 200 градусах. Перец получается очень сочным и ароматным. А вот вкусная закуска к праздничному столу. Фаршированные шампиньоны в беконе. Отделяем ножки от шляпок. Творожный сыр смешиваем с сушеным чесноком и зеленью. Присаливаем по вкусу. Каждый грибочек фаршируем сыром и обматываем беконом. Готовить в разогретой духовке, не размораживая, 30 минут. А вот еще одно праздничное блюдо – это свиные рулетики с квашеной капустой. Первым делом квашеную капусту зальем кипятком. Бекон нарежем полосками. Обжарим ножки шампиньонов на сухой сковороде. Свиную шею разрежем на кусочки толщиной 1,5 см. К грибам добавим сырокопченый бекон и обжарим до готовности. Максимально отожмем капусту и добавим к бекону с грибами. Соль, перец по вкусу. И оставим тушиться около 7 минут. Каждый кусочек свиной шеи отбить молоточком. Шея отбивается очень легко. Смазываем свинину горчицей и выкладываем ложку приготовленного фарша. Сворачиваем в рулетик. Готовить в духовке в жаростойкой форме, не размораживая. В форму добавить немного воды, душистый перец, немного соли и лавровый лист. Накрыть фольгой и запекать около часа при 180 градусах. За 15 минут до готовности убрать фольгу. И последнее на сегодня – это быстрая простая пицца с разными начинками. Для пиццы мне понадобятся заготовки из магазина. В одной упаковке 3 штуки. Буду делать 9 пиц. Так как они уже замороженные, буду работать быстро. Пиццу смазываю кетчупом или томатным соусом. Присыпаю сыром. Раскладываю сырокопченую колбасу. Затем помидоры. Орегано и базилик по вкусу. Закрываю тертым сыром. И сразу отправляю в морозильник. Следующая пицца мясная. Выкладываю ветчину, копченое филе, охотничьи колбаски, немного оливок. Орегано, базилик по вкусу. Присыпаю сыром. А это вариант с сыром пармезан. Оливки, маринованный кальмар и креветки. Сверху посыпаю сыром.
А это пицца с начинкой из ветчины и ананаса. После того, как пиццы подморозились, я обворачиваю пищевую пленку, либо использую вакууматор. Такую пиццу не нужно размораживать, готовить в разогретой духовке 180 градусов 25 минут. Дети в восторге. На этом мои заготовки новогодних блюд подошли к концу. Надеюсь, вам было со мной приятно и вам что-то приглянулось из моего видео. Тогда не забудьте подписаться на мой канал и поставить пальчик вверх. Для меня это очень важно. Спасибо за просмотр и комментарии. Всем пока!